Здравствуйте! На просторах интернета часто идут споры о том, какое мясо нужно использовать в рационе собак – сырое или вареное. При этом одним из самых ярких противоречий является бытующее мнение, что суточный рацион собаки должен состоять только лишь из сырого мяса и субпродуктов, исключая другие виды пищи. Тем, кто смотрит это видео, я предлагаю поразмышлять вместе со мной на эту тему и определить ту золотую середину, которая избавит и владельцев, и их питомцев от ненужных проблем. При этом я буду оперировать только лишь той информацией, которую можно проверить, не прилагая особых усилий. Тем самым каждый из вас сможет сам себе ответить на все интересующие вопросы. Для начала давайте разберемся с утверждением, что рацион собаки должен состоять только лишь из мясных продуктов в сыром виде. В качестве аргумента приверженцы этого мнения ссылаются на то, что ближайший родственник собаки волк в дикой природе ест только сырое мясо, и при этом он полон сил и чувствует себя великолепно. Обратимся к тому, что по этому поводу говорит наука. Она указывает на то, что как минимум 90% рациона волка составляет мясо. Без него он просто не выживет. Но даже в этом случае для волков мясо не является единственным видом пищи. Поедая желудок и кишечник своей травоядной добычи, волк невольно съедает и часть их содержимого. Таким образом, хищники восполняют необходимость в клетчатке, витаминах, различных ферментах, но это не единственный способ получения этих элементов. Волки не против полакомиться лесными ягодами, фруктами, а иногда употребляют и растительность, посаженную человеком. Все это говорит о том, что если вы ограничиваете рацион собаки одним лишь мясом, то прежде всего идете вразрез с самой природой. Но давайте задумаемся над вопросом, можно ли вообще проводить сравнение питания собаки и волка, и будет ли оно корректным и логичным. Конечно же нет. Наука четко указывает на то, что одомашенная собака уже более 30 тысяч лет живет не в дикой природе, а рядом с человеком. И на протяжении всего этого времени в массовости своей собаки крайне редко ели мясо, да еще и в объеме, который составлял весь рацион. Подавляющее количество собак радовались каше, сваренной на воде, и тому, что останется после трапезы хозяев. И ввиду этого пищеварительная система собаки претерпела различные изменения на генетическом уровне. Одним из показателей этого является то, что в отличие от волков, у собак произошла мутация, позволяющая производить больше ферментов амилазы. Количество копий этого гена у собак может быть в 15 раз больше, чем у волков. И благодаря этому у собак появилась способность качественно переваривать сложные углеводы, к примеру, такой как крахмал. Понимаете, в чем суть? Наука говорит о том, что собаку нельзя считать хищником в чистом виде, которым является волк. Собака – это условный хищник. Анатомически она ближе к волку, но по типу питания собака больше приближена к человеку. Это закономерное следствие того, что долгие тысячелетия селекцией и выращиванием собак занимался человек, а не дикая природа. И этот неопровержимый факт необходимо понять и принять, и тогда все станет на свои места. В первую очередь, то, что для собаки питание только лишь сырым мясом является неестественным и вредным для здоровья. Идем дальше. Ни для кого не секрет, что для хищников основным источником заражения паразитами является поедание мяса убитой добычи. Дикие звери всю свою жизнь живут, имея в своем организме различные виды паразитов. Они в прямом смысле этого слова эволюционируют вместе с ними. В науке это явление называется коэволюцией. И этот факт убивает на корню все разговоры о хорошем самочувствии зверей в дикой природе. По факту, они чувствуют себя намного хуже, чем могли бы, при условии избавления от паразитов. Дикие звери пытаются это сделать, употребляя различные горькие травы, а также используя механические способы выведения паразитов из желудочно-кишечного тракта. Для этого они поедают ветки и глину, но это лишь немного облегчает их страдания. Но полностью избавиться от паразитов дикие звери не могут. А вот собакам в этом плане повезло, потому что за них эту проблему решает человек.
Но знаете, что самое интересное? Даже в условиях современного мира не так-то и просто избавиться от паразитов, которые присутствуют в сыром мясе. Все дело в том, что для того, чтобы добиться успешного результата, мясо нужно поместить в специальную морозильную камеру и произвести так называемую шоковую заморозку, которая происходит при температуре, приближенной к минус 40 градусам. Но порой и этого оказывается мало. В зависимости от вида мяса в нем могут находиться паразиты, которые выдерживают температуру минус 60 градусов и ниже в течение нескольких недель и остаются жизнеспособными. Но если в случае с глистами, их яйцами и личинками шоковая заморозка может бороться, то для бактерий, таких как сальмонеллы, кишечная палочка и прочих, она бесполезна. При этом заморозить мясо – это только половина дела. Его еще нужно и правильно разморозить. В противном случае будет спровоцирован быстрый рост бактерий. И это речь идет об использовании промышленного оборудования. А в домашних условиях при помощи бытовых холодильников бороться с паразитами практически невозможно. При этом вы должны понимать, что сырое мясо может стать источником заражения теми паразитами, о которых не спасет даже ежемесячная профилактика лекарственными препаратами. Да и к тому же, паразиты могут быть не только в желудке, но и в печени, в глазах и в других органах. И для начала их еще нужно обнаружить. А для этого необходимы будут расширенный анализ крови, различные тесты и множество других процедур. Ответьте сами себе на вопрос: все ли владельцы, которые кормят своих собак сырым мясом, регулярно проходят такое обследование? Ответ очевиден. Конечно же нет. Но давайте оставим в покое паразитов и допустим, что вы нашли решение, как полностью избавиться от всех видов глистов, бактерий и прочей подобной гадости. Но как вы избавитесь от химических препаратов, которыми напичкана вся мясная продукция, заполонившая супермаркеты и базары? Ведь ни для кого не секрет, что при выращивании всех без исключения групп сельскохозяйственных животных используются различные медикаменты, и в случае с ними любая заморозка будет бесполезной. Безусловно, на бумаге существует жесткий контроль, хотя на практике все происходит не так сладко. Но даже если убрать темную сторону животноводства с несанкционированным применением запрещенных веществ и проанализировать только разрешенные препараты, то вы обнаружите, что их с лихвой хватит, чтобы спровоцировать целый ряд болезней у собаки, которая питается сырым мясом на постоянной основе. При этом у сельскохозяйственных животных больше всего химии скапливается в их желудке, сердце, почках, то есть в тех органах, которые принято считать самым полезным кормом для собак. Хотя на самом деле эти органы в прямом смысле слова являются рассадником химических элементов, убивающих здоровье. Понимаете, к чему я веду? Чтобы быть уверенным на 100% в качестве мяса, вы должны сами выращивать сельскохозяйственных животных. Прибавьте к этому основополагающий момент коммуникации собаки с человеком, а именно безопасность. В первую очередь тех людей, с которыми коммуницирует собака. Ведь ни для кого не секрет, что для человека собака может стать источником заражения паразитами. Учитывая все вышесказанное, задайте сами себе вопрос: стоит ли подвергать собаку рискам заразиться разного рода паразитами от сырого мяса, если ее и так на каждом углу подстерегает эта опасность? Ответ очевиден. Прибавьте к этому еще и опасность приобретения мяса, напичканного медикаментами. И совершенно не важно, какова доля вероятности, что вам попадется некачественное мясо. Если риск присутствует, даже в мизерном проценте, то его нужно исключить. Именно так поступают мудрые люди. В таких вопросах нельзя руководствоваться принципом «одна бабушка сказала». Если ваша соседка говорит, что она всю жизнь свою собаку кормит только лишь сырым мясом и у нее нет никаких проблем, то не воспринимайте серьезно эти слова. Визуально собака может выглядеть идеально. Никаких особых проблем вы не будете замечать. Их вскроет только лишь комплексное обследование. Ветеринарная практика говорит о том, что собаки, питающиеся одним лишь только сырым мясом, испытывают острый дефицит многих жизненно важных элементов. Их внутренние органы работают на пределе, что приводит к различным заболеваниям.
Думаю, вы уловили основной посыл этого видео. В принятии любого решения нужно руководствоваться научными данными и здравым смыслом. Зачем подвергать выше озвученным рискам собаку и всех, с кем она коммуницирует, если существует простой способ, как избавиться от подобных рисков раз и навсегда? Я имею в виду термообработку. Хотите, чтобы мясо составляло основную часть рациона вашей собаки? Да пожалуйста, но давайте его вареным, и вы навсегда забудете о многих проблемах. Учитывая все за и против, ответ, каким мясом кормить собаку, напрашивается сам по себе. Домашняя собака должна употреблять только вареное мясо и субпродукты. При этом процесс варки должен длиться около 3 часов. После первых 15 минут необходимо вылить бульон и залить чистую кипяченую воду, а через 2 часа повторить это снова. Куски мяса должны весить не более 300 грамм, а их толщина не должна превышать 7 сантиметров. Так гарантированно будут уничтожены даже те паразиты, которые находятся в глубоких слоях мышц. Также такая термообработка является максимально эффективной в борьбе с химией, которая может присутствовать в мясе. Ни для кого не секрет, что при варке мясо теряет часть полезных элементов. Но это очень легко компенсируется сбалансированным питанием, в котором мясо должно составлять не более 70% от общего рациона, 20% каша и 10% овощи и фрукты. К этому желательно добавить комплекс витаминов и минералов, и у вашей собаки будет полноценное питание. Но это в 2 словах, потому что рацион собаки – это отдельная тема. И напоследок, я общаюсь со многими заводчиками разных пород. На их питомниках находится по 20 собак и более. Все эти кинологи – профессионалы с большой буквы. И никто из них не кормит своих собак сырым мясом, потому что, руководствуясь огромным опытом, они выбрали безопасный путь для членов своих семей и для своих питомцев. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!